Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал анонсировали календарь ключевых и совершенно новых турниров этого сезона. В этом году впервые состоится серия российских этапов Гран-при, которая включает 6 турниров. В них примут участие как взрослые спортсмены, так и юниоры. Первый турнир стартует в Москве 19-20 октября юниоры, 22-23 октября взрослые, второй пройдет в Сочи 27-28 октября юниоры, 29-30 октября взрослые, третий в Казани 3-4 ноября юниоры, 5-6 ноября взрослые, 4 вновь в Москве 9-10 ноября юниоры, 12-13 ноября взрослые, 5 в Самаре 17-18 ноября юниоры, 19-20 ноября взрослые и 6 в Перми 24-25 ноября юниоры, 26-27 ноября взрослые. Финал серии Гран-при примет Сочи 2-3 марта юниоры, 4-5 марта взрослые. Победители и призеры российских этапов серии Гран-при получат призовые. За первое место взрослые фигуристы получат 500 тысяч рублей, юниоры – 200 тысяч рублей. За второе место – взрослые 300 тысяч рублей, юниоры – 100 тысяч рублей. За третье – взрослые 200 тысяч рублей, юниоры – 50 тысяч рублей. По регламенту одиночник, пара могут принять участие не более чем в 2 этапах Гран-при. По итогам серии участники соревнований отбираются в финал Гран-при. За победу в финале взрослые спортсмены заработают 1 миллион рублей призовых, юниоры – 300 тысяч рублей. За второе место – взрослые 750 тысяч рублей, юниоры – 200 тысяч рублей. За третье – взрослые 500 тысяч рублей, юниоры – 100 тысяч рублей. Ключевыми соревнованиями сезона являются чемпионат и первенство страны. Чемпионат России пройдет 21-25 декабря в Красноярске, первенство России 14-18 февраля в Перми. Победители и призеры чемпионата и первенства, помимо медалей, также разыграют призовые суммы. За победу на чемпионате России фигуристы получат 2 миллиона 500 тысяч рублей, юниоры за победу в первенстве – 500 тысяч рублей. За второе место на чемпионате России сумма призовых составит 1 миллион 500 тысяч рублей, у юниоров за второе место на первенстве – 300 тысяч рублей. Бронзовые призеры чемпионата России заработают 1 миллион рублей, юниоры – за третье место на первенстве России – 200 тысяч рублей. Кроме того, в этом сезоне пройдут как соревнования совершенно нового формата, так и ставший уже традиционным Тинькофф Кубок Первого канала, командный турнир. Чемпионат России по прыжкам 2023 примет Санкт-Петербург 3-4 декабря 2022 года. Общий призовой фонд соревнований составит 10 миллионов рублей. Тинькофф Кубок Первого канала, командный турнир, с призовым фондом 20 миллионов рублей, пройдет в Москве 20-21 января 2023 года. Открытый турнир по шоу-программам, где будет разыграно 10 миллионов рублей, состоится 18-19 марта в Москве. Участниками этих соревнований могут стать любые спортсмены, действующие бывшие юниоры, взрослые, любители и профессионалы. Обязательным условием является создание яркого премьерного ранее не показанного на публике шоу-номера. Участники и результаты будут определяться, в том числе народным голосованием. Детальные правила будут опубликованы позднее. Помимо этого, в течение сезона в соответствии с местом, занятым на турнире и его престижностью, каждому спортсмену начисляются рейтинговые очки. По окончании сезона лучшие спортсмены, занявшие первые 3 места в гонке в каждом виде соревнований, получат дополнительные призовые, это касается взрослых фигуристов. За первое место – 5 миллионов рублей, за второе – 2 миллиона 500 тысяч рублей, за третье – 1 миллион рублей. Общий призовой фонд сезона составит 100 миллионов рублей, в призовом фонде нет ни копейки бюджетных денег. Это все на средства наших партнеров, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. Все турниры сезона,
а также дополнительный контент тренировки, бэкстейдж, интервью, будут доступны в полном объеме на цифровых ресурсах Первого канала, а также в онлайн-кинотеатрах. Для болельщиков, проживающих за пределами СНГ, трансляции доступны на YouTube-канале «Фигурное катание».